Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 10 октября. Поговорим о самой актуальной информации на этот день. Уделим внимание народным приметам на 10 октября. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, что не нужно делать в это воскресенье. Также уделим внимание практике с медом. Обязательно ложку меда сегодня нужно скушать и сказать определенные слова для того, чтобы привлечь достаток, финансовое благополучие, изобилие в вашу жизнь. Ну и, как всегда, конечно, уделим внимание лунному календарю. Очень интересный 10 октября будет день по Луне, по лунному календарю. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать, как правильно спланировать 10 октября. Ну и, как всегда, по традиции, друзья, мы с вами начинаем с народного календаря на 10 октября. Итак, 10 октября у нас это Савватий Соловецкий, день Савватия пчеловода или Савватий пчельник. И согласно церковному календарю, в этот день верующие вспоминают преподобного Савватия Соловецкого. Также в народе, по традиции уже народного календаря, 10 октября отмечают день Савватия пчеловода или Савватия пчельника, который был назван так потому, что в это время пасечники уже убирали последние улья. Женщины в этот день пекли особенное медовое печенье или пряники, которые нужно было съесть только в этот день всей семьей. А остатки, если остались печенье или пряники, согласно народному поверью, нужно было раздавать. Поэтому даже, нельзя было раздавать, поэтому даже крошки скармливали домашние птицы. Говорили в народе, что 10 октября святой Савватий на все улья вешает замки, готовя таким образом их к зимовке. Поэтому просили деток до 12 лет. Именно этот возраст считался безгрешным у наших предков. Молиться о том, чтобы пчелы хорошо перезимовали. День Савватия пчеловода считался и днем окончания пчелиной десятины, начатой 2 октября на Трофима. Его отмечали всем селениям. Пчеловоды угощали медом, женщины пекли блины и оладьи, чтобы можно было обмакнуть их в медок. Детишкам раздавали сахарные петушки, а также кусочки сот. После посиделок уходящие обязательно благодарили угощающих и кланялись пасечникам в ноги, желая им медового следующего года. 10 октября по народным приметам нельзя было работать, и считалось это грешным занятием. Тем более, что согласно поверью, все сделанное сегодня не принесет пользы. И преподобный Савватий считался покровителем не только пчел, но и лошадей. Поэтому 10 октября было принято проводить большую конную савватьевскую ярмарку, где можно было приобрести животное на любой вкус и на любой карман. На ярмарку обычно ходили богатые мужчины, поэтому многие незамужние девушки, желающие найти солидного мужа, надевали лучшие наряды и бродили среди покупателей, присматривали себе вторую половинку. Если и кто понравился, то касались ненароком симпатичного мужчины и кидали ему под ноги пшеничные зерна, а на одежду незаметно вешали красную ниточку. Считалось, что таким образом мужчину можно к себе привязать. Бывало и так, что несколько девушек обращали внимание на одного человека. Тогда нитку соперницы нужно было снять и обязательно повесить свою, так как несколько ниточек не принесут никому должного успеха. Также в этот день были и определенные запреты. Народные приметы предупреждают, что нельзя делать 10 октября в день Савватия, пчельника.
Любые финансовые предложения нельзя было принимать в этот день, а также все любые коммерческие сделки сегодня будут безуспешными. Поэтому, если у вас есть какое-то предложение, то обязательно сначала обдумайте, взвесьте все за и против, и только потом принимайте решение. Принимать лучшее решение уже в другой день было принято по народным приметам. Также не стоит 10 октября назначать куплю-продажу недвижимости, подписывать в эту дату определенные контракты, договора, а также соглашаться на предложения партнеров, даже если они и не кажутся вам рискованными, иначе вы можете потерять большую сумму денег. Однако эта запрещающая народная примета не относится к распродажам и ярмаркам. Наши предки, напротив, именно 10 октября проводили конную ярмарку, на которой продавали и покупали лошадей. Нельзя 10 октября было и долго спать, иначе после придется вести борьбу с длительной бессонницей. Кроме тяжелого засыпания, могут прийти и финансовые проблемы, придется влезть в какие-то долги. Поэтому так важно в день Савватия пчельника встать как можно раньше. Не рекомендуется 10 октября злиться и выражать недовольство жизнью, иначе фортуна отвернется, притом надолго. Вернуть ее расположение можно будет только добрыми делами и заботами о других. Также не следует в этот день подстригать и красить в другой цвет волосы, так как из-за этих манипуляций жизнь может поменяться в худшую сторону. Лучше поход в салон красоты перенести сегодня на другой день по народным приметам. Также по народной примете 10 октября нельзя было ходить в лес, иначе вы можете забрести вглубь и не найти назад дороги. Но если поход в лес по какой-то причине отложить невозможно, надо обязательно взять с собой пирожки и положить их около пенька. Это, знаете, такой подарок лешему, чтобы он не путал тропинки и помог вернуться домой обратно. В день Савватия нельзя брать и вещи своей второй половинки. Это верная примета к какой-то крупной ссоре. Поэтому 10 октября не стоит положительно отвечать на предложение любимого воспользоваться, например, его зонтиком или курткой во время дождя. И как мы, друзья, обещали, сегодня, 10 октября, вы можете провести простую, но в то же время действенную практику с медом. Для этого возьмите ложку меда и перед тем, как скушать эту ложку меда, скажите следующие слова. Мед цепкий, мед сладкий, к себе приклеит, от себя не отпустит, деньги привлечет. Слово достаточно сказать один раз на мед и после этого скушать. Также в этот день вы можете, если вы любите медовую водичку, также можете ее сделать. И перед тем, как выпить стакан водички с медом, скажите также эти слова. Ну, а далее, друзья, у нас с вами уже лунный календарь на 10 октября 2021 года. Обращаем ваше внимание, что сегодня 4 и 5 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Стрелец. Сегодня очень благоприятный день для планирования и перемен в своей жизни. Знаете, сегодня день определения цели, день стойкости и понимания того, к чему вы хотите прийти, к чему вы стремитесь. Кроме того, в этот день очень сильно будет вести тем людям, которые способны все переосмыслить, все взвесить и наметить реальные планы на ближайшее будущее. Но сегодня нужно быть более целеустремленным и проявить принципиальную и творческую активность. Легкомысленным и неуверенным в себе людям на удачу особо не нужно надеяться. Не повезет также людям, которые замышляют какие-то злодеяния, их намерения просто будут раскрыты. А вот добрые дела, начатые сегодня, 10 октября, нужно обязательно довести до конца, иначе так они и не будут завершены.
Сегодня обязательно прислушайтесь и к своему организму. Старайтесь не переедать и не голодать. Отдайте предпочтение молочной пище. От животной еды лучше в этот день все-таки отказаться. Будьте открытыми сегодня и искренними. Дайте волю своим чувствам, и близкие вам люди обязательно поймут вас и поддержат. Старайтесь в этот день ничего не терять, потому что потерянное сегодня может, к сожалению, больше никогда не вернуться. В этот день сам по себе, его энергетика не терпит спешки и какой-то суетливости. Также сегодняшний день хорош для прогулок на природе и путешествий. Однако этот день неблагоприятен для новых крупных финансовых дел и каких-либо начинаний, связанных с деньгами. Сегодня очень хорошо, если вы будете принимать еду и соблюдать максимальную осознанность. То есть вы будете не торопиться, все тщательно пережевывать, знаете, вот как в своих мыслях, как в своих думах. И прежде чем взять еду, любую еду, будь то яблочко, будь то какая-либо блюдо, понаблюдайте, какие у вас возникают эмоции, чувства и где они отражаются в вашем теле. Постарайтесь правильно определить для себя норму пищи на сегодня. Не спешите переедать, потому что все напряжения, все эмоции, которые возникают сегодня во время соприкосновения едой, вы можете чувствовать. Поэтому лучше наблюдайте вот это перенапряжение, вот где-то, возможно, чем-то недовольство с собой, что вы много кушаете, возможно, вы хотите привести в форму себя и так далее, отпускайте. Если вы обнаружили в этот день, что у вас есть сильная эмоциональная привязка к еде, постарайтесь еще осознаннее подходить к приему пищи. Не будьте жадными, потому что это просто на энергетическом плане вам не хватает энергии, и вы таким образом заедаете, так же самое, какие проблемы вы через еду пытаетесь привлечь к себе вот недостающую для вас энергию. Рожденные люди в этот лунный день трансформируют пищу, физическую и астральную энергию. В этот день могут рождаться святые, люди с хорошим здоровьем, но без серьезной помощи со стороны. И сегодня достаточно хорошая конфигурация у людей в гороскопе. Почему? Потому что люди, рожденные именно в этот день, им очень сильно помогает Юпитер, Венера и Солнце. Но отличительная черта людей этого дня – это суетливость с одной стороны, но с другой стороны, чтобы они не ели, сколько бы ни ели, они не толстеют по своей природе. Но таким людям сегодня и вообще стараться поменьше есть квашеную капусту, соленые огурцы. То есть они должны избегать продуктов, которые содержат зародыши гниения. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Как видите, друзья, наше 10 октября достаточно по энергетике сильный день. У нас идет полным ходом, уже начинает набирать обороты растущая луна. Помните, проводим практики на привлечение богатства, изобилия, достатка, благополучия. Читайте всевозможные аффирмации, проводите обряды, мечтайте, визуализируйте. И именно в эти дни это будет одно из самых мощных давать вам результатов. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк, друзья, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.